Всем привет! Сегодня я хочу вам снова показать технику балаяж, но в более интересном тонировании. То есть растяжка цвета у нас как таковой не будет. Я буду тонировать балаяж цветовой баней, что даст мне перелив, разноцветие на волосах, и я буду тонировать достаточно ярким оттенком. Технику балаяж мы с вами делаем классическую, то есть классическое разделение прядей треугольниками. Отличается эта техника чем? Здесь вы можете создать более белый эффект, более яркие переливы, то есть более широкие пряди в рисунке. Вы можете сделать более светлые концы, то есть треугольник вы можете поднять, вот этот низ треугольника можете поднять выше. Как же понять, что нужно клиенту? Конечно же, вы с ним разговариваете, вернее, с ней, и уточняете, как бы она хотела, чтобы выглядел ее волос уже после окрашивания. Потому что многие клиенты вам четко расскажут, хотят ли они явные переходы, то есть широкие или полосочки, либо достаточно сглаженный мягкий эффект, только как выгоревшее на солнце. Хотят ли больше белого, либо хотят больше темного от корней. И сколько хотят белого внизу, то есть явно выделенный вот этот вот белоснежный низ, либо только-только кончики, вот действительно, как вот на солнце выгорели волосы, и вот этот вот мягкий перелив. Поэтому вы все у клиента подробнейшим образом должны спросить, и уже после этого тогда приступать к самой технике нанесения. Свою девушку, свою модель я знаю уже очень много лет 15 мы с ней работаем. Мы с ней меняем каждый раз рисунок. И вот сейчас у нее желание, конечно же, очень яркие волосы. По какой-то причине, наверное, у нее произошел переломный момент в жизни, и душа требует яркости. Ну, вы здесь уже, конечно же, сами обязательно выясняете у клиента, что как, чтобы не переборщить. Я своей девушке наношу достаточно тоненькие пряди. На выходе будет просто игра цвета. Как вы увидели в самом начале, я сделала ей интенсивные яркие такой перелив красно-розово-фиолетовых прядей. Конечно же, фотография никогда не передает четкого оттенка, но видно, что игра цвета присутствует. И, значит, следующее. У моей девушки, как вы видите, я сейчас использовала технику Air Touch, поэтому сейчас я коротенько расскажу, почему. У моей девушки волос испорченный, она любит пользоваться утюгами, и, конечно же, кончики в некоторых местах обломились. Чтобы размыть вот этот вот наш недостаток, я соединяю две техники, но это только будет вот на одной зоне, там, где у нас нет кусочка волос. Потому что если я буду рисовать там более четкие пряди, то, на мой взгляд, это будет более видно, что они короткие. Поэтому я размываю как бы это все зрительно техникой Air Touch, потому что более короткие, как вы помните, они выдуваются. И рисую я, рисунок делаю очень тонкими, нежными прядками. Я не промачиваю насквозь свое полотно волос, вот которое я беру. У меня идет равномерный шаг. Не забывайте, что вы также краситель наносите равномерно, то есть у вас нигде не должно быть клякс. И чем аккуратнее у вас работа, тем красивее у вас будет вот эффект. Я люблю закрывать треугольниками, как вы видите, но это мое желание, я сейчас его объясню почему. Вы можете просто использовать две полоски, то есть одну вниз, другую сверху. То есть это как бы, как вам будет удобнее. Мне удобнее делать так, потому что дает вот это закрытие треугольника. Как вы помните, фольга у нас держит тепло, то есть оно равномерно, она распределяет тепло по всему полотну волос.
А в середине прядочка, как вы видите, которую я рисую, вы можете, кстати, рисунок создавать там не одну в центре, а две, три, все зависит, опять же, от желания вашей клиентки, насколько она хочет быть светлей. И чем больше у вас светлых прядей нарисовано, полосочек, тем клиент ваш будет светлей. Мы делаем более мягкий переход, поэтому у меня полосочка одна, ну иногда там две, это я уже решаю сама. Вот, так вот эта центральная полосочка, она не закрыта фольгой, а соответственно тепла на ней будет меньше. И здесь я этим добиваюсь дополнительного эффекта. У меня получается при осветлении два оттенка. И, соответственно, при тонировании второй оттенок возьмет по-другому краситель. То есть он будет выглядеть как третьим цветом. Что я как бы специально делаю для того, чтобы появилась более интересная игра цвета. Вот видите, я здесь показываю, что у меня здесь есть небольшая проблема на волосах. Волос немного обломался, и поэтому технику AirTouch я применяю. Как мы с вами разводим порошок? Порошок обязательно разводите по инструкции вашего производителя для закрытой техники. Следующий момент. Обязательно вы начинаете с маленького процента окислителя. Обязательно. Добавляете сюда всякие плексы, то есть защиту для волос. Обязательно. Не забывайте, пожалуйста. И так как мы с вами красим, опять же, полностью полотно, у вас должно стоять две миски. Одна миска на новоокрашенную зону, а вторая миска с очень слабым процентом окислителя на староокрашенную зону. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Соблюдайте технику защиты волос, для того, чтобы клиент был все-таки доволен вашей работой и к вам возвращался постоянно. Потому что если вы будете наносить по всей длине один и тот же окислитель, то, соответственно, вы портите волос еще больше, даже несмотря на то, что вы добавили всякие плексы для защиты. Значит, следующий момент. Если вы видите, фольга у меня покороче, чем моя прядь. Это я сделала специально. Опять же, как вы помните, что фольга у нас равномерно распределяет тепло. Законы физики никто не отменял. То улица, она тормозит действие порошка. Поэтому, как вы видите, я еще больше защищаю свои кончики именно тем, что я их оставляю гуляющими на улице. Фольгу, как вы видите, я кладу блестящей стороной наверх, то есть волосы я укладываю на блестящую сторону. Проверено уже просто в действии, и еще раз повторю про законы физики, равномернее распределяется тепло именно на блестящей стороне. Я не навязываю это мнение, многие мастера считают, что это без разницы, но если вы вспомните, когда мы с вами готовим что-то и хотим, чтобы температура дольше сохранилась, да, меньше остывало наше какое-то блюдо, мы все-таки делаем так, что у нас блестящая сторона именно находится внутри, то есть держит тепло. Поэтому я этот закон применяю именно при осветлении. А также я могу это использовать при мелировании. Я всегда делаю блестящей стороной наверх. Также при обесцвечивании и так далее. То есть я вам рекомендую, вы как хозяева своих рук и своего дела, вы выбираете для себя сами. Как мы с вами делаем, как мы выбираем толщину наших треугольничков? Чем светлей хочет ваша девушка, тем вы треугольнички делаете тоньше. За счет этого будет больше прядей, да, то есть больше рисунка. Если девушка хочет потемней общий свой вид, то вы делаете потолще треугольнички. Поэтому это обязательно обсуждаете с ней.
Ну вот здесь мы с вами заканчиваем уже нанесение затылочной зоны и поворачиваете свою клиентку и продолжаем с вами либо слева, либо справа. Здесь вообще не принципиально. Здесь основное что? Вы опять же соблюдаете технику нанесения, это разделение треугольниками. Как видите, у меня диагональные проборчики, которые дают треугольнички. Также вы все красивенько наносите, все здесь ничего не меняется. Здесь основное. Вы должны понять, как клиент носит, то есть где у нее пробор. И вы должны распределить свой рисунок так, чтобы у вас это легло красиво в ее, вернее, пробор. То есть это тоже очень, очень важно, чтобы не было никаких клякс, не было повторяющихся наслоений рисунка на рисунок, то есть полосок на полосок. То есть здесь основное, вы должны равномерно распределить толщину прядей так, чтобы у вас вышел идеально красивый рисунок. Ну вот как раз здесь мы подходим к нашему пробору. И видите, я смотрю, как естественно рассыпается пробор, чтобы мне не переборщить. Потому что я хочу именно сделать более светлые прядки, да, у лица, то есть вот игру цвета. Поэтому вы смотрите, как он естественным образом рассыпается, и оттуда же вы продолжаете рисовать. Здесь мы с вами закончили и переходите на противоположную сторону, да, поправляете голову клиента так, как вам удобно, потому что, как вы помните, мы работаем с планшетом. И, конечно же, прядочка должна у вас четко, идеально ложиться в ровное полотно на планшет. Поэтому вы, конечно же, подстраиваете клиента под себя. Короче, вам должно быть удобно, а клиент это уже второе дело. Главное, чтобы вам было удобно. Здесь у нас с вами ничего не меняется. С этой стороны вы также повторяете рисунок. Также рисуете. Здесь, наверное, я вам ничего озвучивать уже не могу. Вы просто смотрите. И в самом конце я вам еще тут нанесение вот теменной зоны пару слов скажу. Пока любуйтесь на мою работу.
Вот здесь вот остались две завершающие прядки, поэтому вы смотрите, видите, я тут разглядываю, чтобы они были равномерные. Обязательно равномерно их распределите, чтобы не было перекрещивания, чтобы не было наслоения полосочек на полосочек, чтобы все-таки игра у вас была цвета красивая. Поэтому здесь равномерно распределите, опять же получились, видите, треугольнички, и у вас все получится. Мне, видите, на планшете не очень было удобно прорисовать серединку, поэтому я планшет убрала и дорисовала на руках. Вы, когда будете вытаскивать планшет, обязательно придерживайте краешек фольги, потому что вы же загибаете фольгу на планшет, и, соответственно, вы можете планшет стянуть вместе с фольгой. Поэтому обязательно краешек фольги придерживайте тогда, когда вы будете убирать планшет. Ну, чтобы все-таки перестраховать себя. Время выдержки в фольге пряди у нас по условию производителя, как правило, там они пишут 50 минут. Вы смотрите, какой эффект вам нужен. Если вам больше золотистые цвета нужны, вы держите меньше. Если все-таки цвета нужны более белые, вы держите свое время. Вот я вам показываю, что я волосы не насквозь промазала, как вы видели. Ну и это то, что я вам говорила. То есть я делаю именно рисунок для того, чтобы у вас была игра цвета, а не для того, чтобы сделать все волосы белыми. После этого вы моете глубокой очисткой шампунем. Хорошо промываете, обязательно затылочную зону тоже промываете, для того, чтобы нам вытащить с вами аммиак из волос. После этого я беру фиолетовый шампунь и делаю подложку. Фиолетовый шампунь у нас немного нейтрализует наши золотистые оттенки, поэтому я его использую в работе. Очень люблю, если мне нужны какие-то и холодные тона, и так как здесь будет у меня перекликаться и фиолетовый цвет. Если вы помните по колористике, если у вас пряди сильно желтые, вы наносите, когда красновато-розовые оттенки, то, соответственно, у вас уйдет красный с желтым, какой получится рыжий. Поэтому вы это обязательно имейте в виду, и если есть возможность нейтрализовать, то, соответственно, делаете. Значит, вы хорошо отжали волосы. Я развела краситель, который мне нужен. Здесь, соответственно, у меня идет смесь розового с добавлением фиолетового. И если вы помните, я вам говорила про разный цвет наших прядей, которые я сделала. Какие-то побелее, какие-то позолотистей. За счет этого у нас с вами на выходе получается, что более белые прядки будут более холодные, то есть на них фиолетовый оттенок ложится чисто. А на какие-то более красным ляжет оттенок, на какие-то прядки более розовым. Значит, мы с вами равномерно наносим наше тонирование на все волосы. Видите, они у меня влажные. Я их даже полотенцем не подсушивала. И девушка лежит у вас с этим тонированием где-то от 5 до 20 минут. Вы просто смотрите уже сами, выбираете интенсивность цвета. Естественно, 5 минут это будет легкий оттенок, 20 минут будет у вас интенсивный оттенок. Поэтому обязательно вы должны промазать все равномерно. Почему? Как вы понимаете, для того, чтобы цвет был все-таки красивый и ровный. Все, девушка у вас вылежала с нужным вам временем. После этого вы приступаете либо к стрижке, либо к укладке. У меня будет укладка, так что любуйтесь, пользуйтесь. Кстати, если вы хотите остаться в светлом, пожалуйста, оставайтесь в светлом. Последняя фотография – это светлый цвет.